Всем привет, друзья! Сегодня жду мороз. По прогнозам у нас на ночь стоит -5. Уже был заморозок, но около нуля, может быть -1. Покажу, как я подготовилась к заморозку. Покажу, что уже было прихвачено минимальными градусами. Пойдемте в сад. Я уже показывала вам парник, который мы сделали. Такое укрытие. Сейчас расскажу, что тут у меня внутри. Внутри у меня 2 магнолии. Это магнолии Феруджина. Такая же, как я показывала вам уже большую. Я взяла вторую субтхоза. Прекрасная пришла магнолия. Вообще в великолепном размере и качестве. Стоимость была, кстати, у нее 1200. Размер был С2, по-моему. Ну вот представляете, какой хороший саженец пришел. Около метра практически. Вот, видимо, старый листик будет меняться. Я их пересадила в горшочки побольше. И вот она вторая. Такая же магнолия. Высаживать я не стала уже в открытый грунт, так как уже поздно совершенно для высаживания таких магнолий. И я решила, раз уж у меня есть такой парничок, пусть перезимуют здесь до весны. Здесь у меня камелия, которая растет в грунте. Моя красивая японская камелия. Это ее первая зима будет. Видите, вся красавица в бутонах. Вот такой будет цветочек, сорт Миссис Тингли. Очень хочу сберечь. Вот недавно опять читала, смотрела за японские камелии. Рассказывают, что не очень хорошо, когда цветок замачивается дождями, снегом. Поэтому даже когда плюсовая температура, парник у меня с дверью будет открытый, но сырость и влажность будет заходить только как вот туман и влажность воздуха. И совсем не будет вот заливать ее дождями. Я, кстати, контролирую влажность земляного кома, чтобы не пересох. Камелия любит влажную почву. Зимой, конечно, не так, как летом, но все равно увлажняем. И вот еще одна камелия, которая в горшочке, тоже здесь. Потом я получила еще вот такую очень красивую фатинию субтхоза. Сорт называется Луиза. Невероятная, вариегатная. Смотрите, какая красивая вариегатность у этой фатинии. И вот у нее молодые листики ярко-розового цвета. Очень красиво. Смотрите, какая красавица. Фатиния, кстати, была размер P9. Стоимость была у нее, по-моему, 481 рубль. И вот такой хороший саженец уже пришел. Прекрасно. Смотрите, еще как вот цвета почки. Ярко-розовые почки, ярко-розовые черешки у листиков. Вот нравятся мне вообще фатинии. Вариегатные тоже. Это вечно зеленые южные кустарники. Ну, -17, вот так пишут, где-то морозоустойчивость у фатиний. Ну, та, которая у меня в грунте, -20 кратковременно перенесла прекрасно. Ну вот я тоже решила эту фатинию высадить весной. Луиза, еще раз напоминаю, сорт. И еще купила очень красивую фатинию на штамбе. Она сейчас пока у знакомого в Краснодаре. Ждет, когда же я ее домой заберу. Будет сорт Pink Crispy. Тоже вариегатная фатиния. Покажу, когда привезу. И тоже будет она зимовать в парнике. Здесь также у меня будет зимовать араукария чилийская, лимон Мейра. А еще вот такой красивый падуб. Очень красивый. Сейчас покажу вам сорт. Ой, крепко сидит сорт. Видите, тоже вариегатный лист. Похож вариегатностью на османтус. Но это падуб. Так, вот он сорт. Видите? Ну, красивые у него еще потом будут розовые листики. Вот смотрите, как у меня стоят. Горшки все приподняты. Объясню сейчас почему.
Мы сделали здесь систему отопления. Это кабель теплый пол электрический. Мы первый раз это делаем, поэтому, конечно, посмотрим, как мы переживем зиму. Здесь снизу земля. То есть вот парник камелия так и растет в грунте. Сюда мы положили вот эту подложку. Чтобы влага уходила в землю, мы ее попрорезали. Но она должна отражать нам вот это нагревание. Кабель будет нагреваться. Мы его просыпали вот так галькой. Галька будет сохранять тепло. И вот сверху разложили, были у меня плиты такие, керамогранит. Они будут нагреваться. И вот этот эффект вот подогрева будет идти снизу. Здесь стоит температурный датчик. Вот он показывает температуру сейчас. Температура 7 градусов. 7,1, видите? Он настроен сейчас на 5 градусов. Как только опускается температура ниже 5 градусов, автоматически включается подогрев. Здесь еще у нас лампочка. Лампочка подогревает сверху. В принципе, может быть, и ее бы хватило 200-ки, но она, кстати, очень хорошо, мне нравится. Она срабатывает как индикатор, и сразу видно, что началось подогревание парника, что температура опустилась ниже. То есть я даже отслеживаю по свечению, какая у нас температура на улице. Настроен он до плюс 9 градусов. Только температура, вот смотрите, видите, здесь датчик, вот он. Вот отсюда проводок. Мы заказывали на Wildberries этот датчик. Вот он измеряет температуру как раз в кусте камелии. И как только будет плюс 9, автоматически будет отключение обогрева. Вот смотрите, какой чувствительный, пальцем дотронулась, сразу показал 8 градусов. Палец теплый. Вот он так измерил. Вот так вот будет зимовать мой парник с моими растениями. То есть здесь такая большая дверь. Когда на улице достаточно тепло, парник полностью открыт, и там такая же температура, такая же влажность, только от ветра закрытые растения получаются. Так что пробуем первую зиму вот так сохранять растения. Ну, весна, зима, все покажет, как это будет действенно. Буду показывать вам по мере охлаждения, как будет все это включаться, работать. В зимних роликах тоже, я думаю, мы это увидим. Когда у нас уже опускалась температура до нуля, где-то 0, может быть, -2 ночью было, где-то так. Свет горел, то есть лампочка включилась. И утром в парнике на улице было, по-моему, +2, а в парнике было 6 градусов. То есть лампочка хорошо держала температуру, и парник не промерз. Ну, мы после этого вот добавили еще теплый пол, потому что бывают морозы у нас и посерьезнее, бывает и -16, и -12, разные зимы, бывает -7 порог. Ну, будем наблюдать, теперь мы готовы к любым температурным качелям. Здесь, в таком вот парничке, я вам уже показывала, стоит магнолия грандифлора, моя тоже ферруджина, которую я все-таки посадила в грунт. Вот она у меня здесь так тоже теплее, конечно, в парнике, но что значит теплее? Вот температура воздуха будет на улице и в парнике абсолютно одинаковая, в принципе, вот он открытый. Единственное, что там будет безветренно. Красивая, конечно, магнолия. Вот единственное, что, видите, по листикам я увидела, что у нее вот грибное заболевание, пятнистость такая небольшая, в точечку. И я ей уже сделала одну обработку препаратом Скор. Пока было тепло, и температура была в тот день, по-моему, +14 или даже +15 градусов. Я обработала, но буду делать еще одну обработку. Тоже буду ждать, когда у нас будет потепление. И сделаю еще, буду за ней наблюдать. Видимо, я ее как бы с такой пятнистостью уже и приобрела. Просто так ярко не было видно. Но ничего, я думаю, вылечим, все будет хорошо. Барбарис до сих пор еще с листиком держит
еще единичные. Но зато смотрите, как красиво ягодки смотрятся, да? Ягодки, конечно, вообще супер яркие такие. А вот здесь закрыла магнолию Little Gem. Просто агротканью закрыла 60-м. Вот спанбонд 60-й по плотности. Вот в 2 слоя его свернула. Закрыла ее просто на первый такой заморозок. Когда тепло, я раскрываю. Вот такая сумасшедшая. Закрываю, раскрываю. Но есть возможность, живу, можно сказать, в саду. Потому что вот Little Gem продолжает расти, несмотря на то, что уже холодно, несмотря на то, что я ей давала уже столько обработок, давала ей и калий, давала ей и магний, она рост свой не остановила, и продолжают маленькие молодые листики вырастать. И я боюсь, что их прихватит морозом, поэтому вот так вот закрыла. Вот здесь под моим минджулипом у меня варигатная сныть. Когда был первый заморозок, утром встала, смотрю, сныть вся повявшая, сморщенная такая. И я думала, все, надо будет вычищать ее. Она сама поднялась, температура выровнялась. Вот и некоторые растения такие, то есть заморозок до 0, -2, они нормально терпят. Потом сами восстанавливаются. Также можно сказать и про ароник. Тоже, видите, в открытом грунте. Была осенняя посадка поздняя. Был заморозок, лист у ароника потемнел, практически черный был. А потом вот так самовосстановился и продолжает вот расти новый листик в зиму. Получается, держит лист. Растение тоже для меня новое, я его первый раз выращиваю. А вот здесь показываю вам сейчас посадила. Помните, мне прислала Елена посылку? Вот Елена прислала мне еще одну посылку, еще идет одна посылка с гехерами. Буду вам показывать. Вот она мне прислала растение такое. Зимует, сказала, с листом. Подписала, что это садовая орхидея. И она цветет осенью. Вот остались здесь такие стручки. Видимо, это было позднее цветение этого растения. Тенелюбивая. Вот посадила. Буду наблюдать, что это, как оно будет себя вести. А вот хочу вам показать, смотрите, мой японский клен Широсаванум. Видите, почка какая стала? Ярко-красная. Такие набухшие большие почки. Это очень красивый клен. Он будет тоже зимовать первую зиму. Не собираюсь я его укрывать. Он здесь в таком закрытом от ветра месте. Дам ему возможность перезимовать самостоятельно. По криптомериям, кстати, тоже укрывать не собираюсь эту зиму. Прошлую зиму они зимовали хорошо. Я думаю, они уже достаточно укоренились. Вот подруга моя Сирама тоже, кстати, не собирается останавливать свой рост. Вот за нее переживаю. Видите, светлого цвета приросты. Вот переживаю, чтобы эти приросты не подмерзли, конечно. Но в прошлом году даже -20, и все было прекрасно. Будем надеяться, в этом году тоже все будет хорошо. А вот здесь, вот в этой зоне, у меня растет магония. Я посадила осенью, тоже вам показывала, Soft Caras. Очень красивая магония. Видите, она продолжает цвести. Вот ее, я думаю, что если будут прогнозировать очень высокие морозы, я первую зиму ее, наверное, укрою. Но тоже я думаю, что я ее укрою, скорее всего, спанбондом плотным, возьму 60-ку. Ну вот только если будет высокий мороз. Первые заморозки хорошо перенесла, никак не пострадала. Вот здесь еще гехерочка растет. А вот здесь вот у меня растет криптомерия глобоза, которая у меня из-за моего любимого кота однобокая стала. Я решила спасти ситуацию, подсадила сюда медуницы. Вот эти две прислала Елена. Красивые, видите, такой узкий лист. И вот такая зеленая, и пятнышко на ней такое слабо видное. Ну, на моей прямо белые пятна, такое ощущение, что лист прямо белый, а это наоборот зеленый. Сорта, к сожалению, не знаю.
Но буду показывать вам просто вот по листу, если кто-то знает сорта медуницы, пишите. А вот это растет у меня осенью, я ее приобретала, тоже красивая. Вот так они мне нравятся своими расцветками. Листья у всех совершенно по-разному варигатные. Видите, это белое, а вот здесь по краешку идет пятнышко, и оно в точечку. Очень интересно. Весной они будут все цвести. Я вам покажу, как они будут цвести. Но листья красивые. Какая цель? Медуницы разрастутся, и когда что-то котам мешает близко подбираться, они так усердно не метят. Я надеюсь, что все-таки исправлю ситуацию, закрою проход, потому что сетки какие-то нагораживать я не люблю, это некрасиво. Ну и с котами беседы провожу, но проще отсадить чем-то. А вот Елена мне еще прислала вот таких вот 2 папоротника. Очень красивые. Сказала, что это вечно зеленые, они будут зимовать с листом. Ну дай бог, чтобы все не вымерзло. Посадила, вот замульчировала их корой. Тут листики еще иногда подсыпаются. Надеюсь, им тут будет тепло. Здесь ветра нет. Здесь у меня мой кипарисовик Тедди Бир. Здесь у меня еще акант. Вот почка прямо видна. Тоже листьями закрываю. Подождем до весны. Сюда посадила гейхеру фисташка, которую Елена прислала. Конечно, спасибо огромное. Столько сразу интересных растений. А вот здесь вот под тазиком, сейчас вам покажу. Тазик набила листьями и решила принципиально попробовать перезимовать папоротник свой. Вот он, видите? Листья срезала, их прихватила первым морозцом. И я решила вот такую сделать ему на зиму. Такое укрытие. Ну, посмотрим. Может, все будет хорошо. Не хочу в дом заносить принципиально. Приобрела как уличный, вот пусть как уличный растет. Вот красавица аукуба. Первые заморозки, листья уже вниз подвисали, черные, потом тут же быстро поднимаются. Красивая. Вот сейчас разговариваю с вами, холодно. Мы, южане, не привыкшие к холодам, а у нас всегда всю зиму сыро, холодно и ветер. А вот видите, фиалочка расцвела. Сегодня тоже ходила в магазин, смотрю по улице. Вообще в нечеловеческих условиях из асфальта растут фиалки эти, и все в цветах. Думаю, ну что, а вот эти тут получают и полив, и подкормки. Все же кормлю, и им достается. И всего один цветочек. Не знаю. Может, позже зацветут, конечно. Наверное, чем хуже, тем лучше. Слишком, наверное, ухаживаю. А вот крестата. Показываю сейчас, вы видите? Она не бурая. Лист еще абсолютно зеленый. В прошлом году мои криптомерии все зимовали ярко-зеленого цвета. Ну, посмотрим, как будут дальше себя вести. Здесь притененное место, в котором они растут, и они не получают вот эти ожоги, вот это зимнее солнце. Может быть, поэтому, конечно, и цвет остается зеленым. Ну, посмотрим, понаблюдаем. А вот малышка Секан. Видите? Нормально себя чувствует, все хорошо. Тоже не бурая. Но мне кажется, что чуть-чуть стали желтеть кончики. Ну, надеюсь. А вот элеагнус. Красивое растение, конечно, очень. Летом все равно листик чуть-чуть подгорает. Даже в притенении. Сейчас зимой поярче даже стал. А вот бересклет Форчуна Эмеральд Гаета. Вот как я им любуюсь. Какой он, конечно, красивый. Вы знаете, я его даже не стригла ни разу. Вот сам так набился. Ну, может быть, буду, конечно, немножечко пристригать, чтобы он так и был компактным кустиком. А вот этот был в горшке. Вот я его пересадила в грунт. И он тоже, кстати, стал прямо какой-то даже чуть-чуть больше набиваться начал. В горшке вообще, конечно, был печальный. Вот вам о контейнерном выращивании. И полив, и подкормки. И разница налицо. Вообще очень люблю бересклеты.
Вот еще у меня такой кустик тут красивый подрастает. Это японский бересклет, но сорт не знаю, к сожалению. Видите, не все сорта я знаю. А вот магония. Я надеюсь, что это все-таки грацилипс. Красивая. Видите, с этой стороны светлый лист. Лист, кстати, вот старый особенно, как пластмассовый. Вот как-то мне писали, почему не обрезала. Ну, потому что, знаете, как-то думаю, все-таки фотосинтез проходит. Мне кажется, хоть кусочком листа, но растение выживает. И вот хорошие веточки выгнала. Если я правильно предполагаю сорт, то это будет красивый куст с такой шелушащейся темной корой. И такие будут у него ветки с такими красивыми листьями. Красивая магония очень. Вот сюда пересадила тис Давид, вот в свою теневую зону. Он у меня теперь начинает ее, потому что горел тис Давид на солнце. И видите, каждый листик, хоть я его 2 раза в день поливала, но немножечко пригоревшие. Тис, кстати, поменял на зиму окраску. Я предполагаю, из-за того, что стрессанул там на таком палящем солнце. Внутри, видите, зелененький. Ну, посадила в тень, мне кажется, ему даже легче стало. Сейчас затянет его барвинок здесь, будет мульчировать. А вот пассифлора из семян вымерзла. Я ее не стала пересаживать, честно говоря. Не вожусь зимой с растениями. Не захотела, думаю. Перезимует. Нет, не хочу. А вот сюда посадила плющи. Сейчас покажу вам один сорт. Вот такой интересный лист. И он как гофрированный весь, как сжатый. Красивый плющик. Хочу, чтобы мне заплющило здесь всю стену. Я никак не доеду до Косторамы. Хочу здесь поставить тоже камышовый заборчик. И по нему пущу плющ. И сейчас покажу. Морозник, кстати, видите, вот этот в тени растет морозник. Великолепно себя чувствует. Лист весь сезон стоит красивый. Вот сюда посадила еще варигатный плющ. Вот он такой с белой варигатностью. Тоже сорта не знаю. Купила по листу. Купила местный из нашего города. Надеюсь, все будет хорошо. И вот сюда выпущу плющ. Будет красиво. На градуснике уже 6 градусов. Ровно, видите, 6 падает температура. Ой, холодно. Не люблю зиму, конечно, ужасно не люблю. А вот у меня падуб. Я его пересадила вот сюда, чтобы больше света было. По-моему, это сорт Golden King, который должен таким громадным падубом вырасти. Ну ничего, посмотрим, как он вырастет в нашем регионе. Он зимовал, прекрасно зимовал прошлую зиму. В этом году даже укрывать не буду. Я думаю, все хорошо. А вот у меня вереск. Красивый лимонный вереск. Продолжает расти. Получается, что вереск у меня уже растет 2-й год. Сюда посадила еще одну гехеру красивую. Тоже Елена мне прислала. Вот такая красавица. Темный листик. Еще у меня бересклетик здесь японский сидит, малыш. А здесь растет у меня расен криптомерия. Кстати, недавно узнала, что криптомерия расен по мере вырастания сбрасывает сама нижние ветви. Печально, конечно, но факт. И вырастает где-то 6-8 метров. Высокая, сквозная такая. Красивая, но без нижних веточек. И пробую еще приобрести расен вариегата. Очень красивая. Надеюсь, все у меня получится. И посажу тогда со 2-й стороны. Будет с 2 сторон по криптомерии. Расен вариегата
Сказали, растет медленнее, чем обычная расен, но тоже с возрастом выходит в этот же размер и сбрасывает нижние ветви. А вот японский клен мой начал, ствол вот у него темнеть. Кора меняет цвет. Я думаю, это из-за похолодания. Ну, посмотрим, тоже не знаю еще. Может быть, я его даже не буду укрывать. Но может, если все будет прямо совсем холодно и ужасно, ну тогда свяжу и закрою спанбондом, просто чтобы не вымерзли почки. Но должен вроде как так перезимовать. Представляете, продолжает цвести гвоздика. Я уже не знаю. Холод такой. А она все еще цветет. Вот конец ноября на юге. И петунья, кстати, тоже после первых заморозков выглядит, конечно, уже никак, но живая, не вымерзла. Вот так растения терпят похолодание. Кто смотрел канал «Древовидный пион», помните, весной сажала? Вот взяла его, вот так закрыла, горшок плотный, дно вырезала. Закрыла не потому, что переживаю, потому что у меня тут коты, видите, тропу протоптали прямо через пион. Вот закрыла его, начали хотя бы обходить. Это вообще, конечно, весело. Называется серия «Домашние животные и сад. Кто кого». Вот тоже почку заложил, такую ростовую хорошую. Посмотрим. Помните, рассказывала, показывала, что он привитый. И вот эту пленку я ее так и не сняла. Хотя ее вот видно даже, если при желании можно чуть-чуть обкопать и снять. Ну, пока почему-то, не знаю, не хочу ее снимать. Пусть побудет с пленкой. Больше срастется, врастет, потом вытащу. Барбарис Юлиан, видите, какой красавец. Этот барбарис вечно зеленый, он будет зимовать с листом. Видите, какие иглы. Если вы живете на юге и хотите еще более колючую живую изгородь, чем пираканта, например, присмотритесь к барбарису Юлиан. К вам ни соседи, ни медведи, никто не пролезет. Ни домашние животные, никто через такой барбарис, я думаю, потому что он невозможно колючий. Ну и красивый, конечно, очень красивый. Вот стоим с бутонами. Чего ждем, не знаю, Нового года. На Новый год зацветет, наверное. Уже примораживала, все равно поднимается. Ой, забыла, как же называется. Цветет такими оранжевыми цветочками. Не помню, в общем. Что-то зима на меня влияет. Стала забывать название. Гортензии, кстати, свои не обрезаю на зиму, потому что мне нравятся эти шапки. Красиво стоят. Я контролирую весной. Ранее обрезаю. Потом даже у меня укоренились некоторые вот эти черенки. Высаживала, там прямо корешки такие хорошенькие. Обещала вам еще показать можжевельники и сосны. Обязательно покажу. Но сегодня я решила просто прогуляться по саду. Это китайский вариегата можжевельник. Видите, какой красивый. Не меняет прямо так цвет, как некоторые можжевельники в зиму. Вот такая вам картинка из моего холодного южного сада. А вот здесь сейчас покажу. Я не знаю, первый раз так попробовала укрыть. Это лагерстремия карликовая, которая вообще малышечка. В общем, взяла я евроутеплитель для труб. Раскрыла его. Он так раскрывается прямо пальцем можно. Там есть надрез. Связала эту лагерстремию и закрыла вот так. Посмотрим, не знаю, может быть и перезимует. Ну, первый раз так сделала, сама сомневаюсь, думаю, ну попробую.
Если весной все будет хорошо, берите себе на заметку. Евроутеплитель для труб, он, кстати, копейки стоит. Вот такой ширины 28 рублей стоит 2 метра. На малышей пораскрывать, чисто укрыть стволы, чтобы не вымерзли почки. Красиво, видите, злаки в зиму. Не стоит обрезать, кстати. Если срежете на зиму злаки, они могут вымокнуть, потому что в срезанные вот эти колосья будет попадать вода, и они будут выпривать у вас. Поэтому я вот их оставляю всегда зимовать. Да и красиво почему? Нет, да? Когда солируют уже хвойные растения, и злаки продолжают украшать. Саграда уже полностью цвет поменяла, как и Карстен Винтерголд сосна. Смотрите, какая яркая, канареечная, такая нарядная. А вот в эту зону еще подсадила тюльпаны, очень красивые попугайные тюльпаны. Как же сорт называется? Блю. Что-то такое блю. Прямо сфотографировала, может, если не удалила, вставлю фотографию. Сделала вот здесь под сосной, между сосной и нандиной, лужайку. И посадила сюда еще крокусы. Поэтому здесь должно быть очень красиво. Здесь у меня еще, видите, каменные розочки, молодилки растут. Вот подруга, которая у меня цвести собралась, название я не помню. Это более карликовый вид. Осоки здесь. Вот они, молодилки. Вот такой еще цветок посадила. Тоже сказали зимующий. Ну, посмотрим. Еще осока варигатная. Здесь же еще подсадила живучки. Вот такие сиреневые, которые Елена тоже мне прислала. Вокруг сосны подсадила. Пусть растаются и будет красиво так. Представляете, такая яркая сосна желтая. Желтый с сиреневым, с фиолетовым. Очень красиво. Я думаю, будет так красиво отливать. И весной нас встретят здесь крокусы на этой лужайке. И вот эти синие попугайные тюльпаны. Очень красивые. Нандина, Гольфстрим. Вот первый заморозок перенесла, все хорошо. Начал более румяный листик становиться у нее. Но думаю, если будут тоже сильные морозы, так как осенняя посадка, я ее в этом году, наверное, прикрою тоже спанбондом. Ну, на морозы. Если будет оттепель, скорее всего, буду снимать. Буду опять вот бегать, укрывать, снимать. Вот так у меня вся зима проходит. Вот клен тоже прикрыла Emerald Lace, потому что осенью его пересадила сюда. Вот так немножечко. Чисто от ветра. Смотрите, рядом в ножках цикламены. И вот уже бутончики. Цикламены посадила весной. Жду, чтобы разрослись. Очень красивые. Вообще обожаю. В детстве называла их фиалки. Мы жили в Ростове. Я сама ростовчанка. И у нас каждую весну продавали вот фиалки, называли и подснежники. Везли, видимо, с гор, с Сочи, с побережья. И я так ждала весну. У меня появление этих цветов. Всегда сидели бабушки такие возле перехода с этими цветами. Все, это значило весна. Вот теперь они у меня в саду цветут. А вот мой банан. Мария мне написала очень много комментариев. Я их читала, но уже Мария мне их прислала, когда я уже все это сделала, закрыла и замотала. Она написала, что оставьте 30-40 сантиметров, срежьте под углом, прикройте, все прекрасно перезимует, не оставляйте ствол. Все, я оставила. Уже не буду я это разматывать, потому что заматывала я это все очень серьезно. В общем, сюда ушел рулон стекловаты, вот, или минваты, как она называется. Минеральная вата, наверное, замотала. Обмотала ее скотчем очень крепко. Потом сверху замотала ютафолом кусочком. Потом все опять скотчем закрыла. И все это еще дело замотала пленкой, чтобы влага туда не попадала. И под низ я врезала вот тоже кусок пленки, чтобы он не тянул влагу из земли.
И прямо очень плотно на этот банан надела эту пленку. И сверху вот этот весь утеплитель. Ну, буду надеяться, видите, собачкой прикрыла. Надо еще пару мешков коры сюда привезти. Потому что там корни все, думаю, пусть коврик такой дышащий, эко, можно сказать. Боже, вот за что не люблю зиму, за то, что везде все приходится вот укрывать, наматывать. Хочется вот так прийти в сад, и чтобы тоже было красиво. Но я надеюсь, сейчас все подрастет и будет замечательно. А вот здесь, видите, уже сидит у меня пингвин. Вот такой вот чехол. Короче, первый раз я заказала на Озоне. Ребенок маленький, думаю, чтобы ей тоже интересно было в саду. Это я прикрыла так магнолию. Я побоялась, вдруг она тоже сгорит. Вот Fairy Blush, которую я привозила, и она стоит абсолютно зеленая, вся с листом и не собирается. Такое ощущение, что листопадничать. В общем, я побоялась, что вдруг ее начнет тут подмораживать или подогревать. Солнышко наше зимнее. Ну, накрыла. Не знаю, он как бы просвечивается, плотность тоже стоит 60. Ну, посмотрим. Может быть, буду снимать, одевать. Ну, пока жду мороз, решила надеть. Молочай, смотрите, какой красивый стал. Уже первые такие похолодания сильные, первый минус. И он практически стал розовый, с желтым. Красавец. Я надеюсь, что у меня не вымерзнет. Были комментарии у людей, иногда вымерзал. Но он у меня тут так прикрыт и шалфеем. И здесь пенисетум. Кстати, злаки тоже хорошо ветер останавливает. Кипарис. Вот скоро начну сад украшать к Новому году. И я так думаю, опять у меня будет кипарис новогодним деревом. Ну, невозможно красивый. Я на него вешала красивые, кстати, стеклянные шары. Там у меня был микс, по-моему, золото, сиреневый. Какие-то вот такие очень интересные. Я думаю, будет красиво. И видите, Анютины глазки? Я досажала, целая лужайка у меня получилась. Вот так красиво. Конечно, если будут сильные морозы, цветы будут вять. Потом они опять расцветают или разворачиваются, я не знаю, после мороза. Ну, красота. Сажайте. Анютины глазки на зиму. Они радуют, поднимают настроение. Так вот, молочай мой должен быть прикрытый. Здесь туя Дегрут Спайр. Был комментарий, девушка написала, что у нее не меняет цвет Дегрут Спайр. Ну вот, знаете, я сейчас аж вышла посмотреть, поменяла она все равно цвет, но не так сильно, как некоторые другие туи. Но я думаю, это тоже от месторасположения зависит. Если она, допустим, в тени, может быть, растет или в более закрытом от ветра месте. У меня ветер, ой-ой-ой. Но тканец, видите, как красавец. Я так жду, когда он уже будет большим таким, будет очень нарядный. А вот здесь у меня вот продлевает линию, видите, ну тканец. И продолжение будет можжевельник, такая тоже кракозябра, Хорцман. Как привидение будет такое в саду. Вот он такой лохматенький, он у меня идет в 3 ствола. И я все 3 ствола оставляю. Вот я еще поставлю опору для центрального ствола. Но вот тоже как вергата, его никак не снимешь, чтобы было красиво. Вживую очень красивый, смотришь на него, весь такой вообще. Ну, когда начинаешь фотографировать или снимать, ну, ужас какой-то, и все. Вот вергата такая же. Глазам красиво, камера ужасно. Ну, посмотрим. Вот мои теперь хорошо видны, убрала все клещевины. У меня тут подрастают кипарисовики. Алюми, видите, и колумнарис. Алюми голд у меня писали, почему у меня алюми голубой, а у вас зеленый, потому что у меня алюми голд. А зеленый, наверное, потому что он в тени был все лето. Ну, посмотрим. Подрастают хорошо. Я вот абрикосы убрала и отсадила, уже пересадила кипарисовики.
Они у меня были чуть-чуть ближе. Теперь вот в эту зону. А здесь еще один цикламен. Сейчас покажу вам, смотрите. И тоже сколько там уже бутончиков. Еще и зима не наступила, а цикламен уже готовится цвести. Фатиния стала более яркой. Красота. Вороны полетели, слышите? Это уже не звуки леса, это уже осень. В саду всегда летят вороны, всегда. Не знаю, вечером всегда летят в эту сторону. Утром я не успеваю увидеть, когда они летят, куда. Кстати, видите, перголы все почистила. Всю ипомею сняла. Все, осталось пергола чистой. Сюда посадила фиалки, которые Елена прислала мне с черным листом и одну с зеленым. Я не знаю, может, что-то перепутала, но подумала, что фиалка все-таки. Вот пусть, может, расцветут Еленины. Что у меня с этими фиалками за недружба? А вот жду заморозка, видите, магнолию накрыла, справилась. Ну вот я трусиха жуткая, я всегда говорю, я не буду укрывать в этом году. И первый прогноз минус там 4-5 висит, если в обещаниях на телефоне. Все, я уже побежала. Прикрывать, закрывать. Утром побегу снимать. В общем, вот так веселюсь. И вот магнолию Эша тоже так закрыла. Побоялась, тоже посадила осенью. Ну, думаю, пусть будет закрыто. Плошка моя с молодилами, с очетками. Прикольно смотрится, кстати. Помните, показывала, что делала сама из цемента? Ну, лето перенесла вообще на ура. Я думаю, зиму перенесет. Все будет хорошо с ней. Осень у нас и зима, это, конечно, всегда такой каркас. Мы начинаем закладывать пейзаж на следующий сезон. Вот я тут утром сидела, как-то пила кофе, у меня родилась такая идея, я вспомнила, бук же триколор у нас ярко-ярко весной, ало-розовый такой красивый. Я решила, вот у меня здесь росла монарда, кто канал смотрит, тот помнит, ярко-розовая, красивая, высокая, около метра, а может быть даже и выше. Вот я взяла эту монарду, выкопала ее, всю разделила и посадила ее полукругом вокруг бука. И я думаю, весной, когда она расцветет, во-первых, будет очень красиво. Полукруг будет гармонировать цвет цветка с листьями и притенять его. А вот сюда пересадила гибискус болотный винного цвета, очень красивый куст, ярко-желтые тычинки у него, очень высокий, он будет притенять мне слегка магнолию Эша, которая ярче всего проявляет себя, как я прочитала за нее, в подлеске. Поэтому, надеюсь, создам ей такие условия. Видите, все в листьях. Здесь у меня афипагон. Нигер, он так и зимует с листом. Уже зимовал, все хорошо, я его вообще не укрывала. На ура зимует. Туи уже цвет поменяли. А вот мой кедр, ливанский глаукопендула. Часто его все с атласским путают. Это другой немножко кедр. И наконец-таки мне повезло увидеть его во взрослом размере, потому что вот атласские попадаются, а ливанские нет, а они совершенно разные. У них немножечко разный габитус. Вот было видно, конечно, по взрослому фото, что кедр этот действительно вырастает аккуратным. Ливанский более узкий, я бы сказала, вообще он более карликовый по сравнению с атласским. Атласский глаукопендула может разрастись и быть очень огромным. А этот такой интересный. Он очень требует, кстати, центрального проводника. Если у него нет проводника, вот
Если вы его не поддерживаете, то он не будет расти вверх. Держится еще лист на вейгеле Red Prince. Вот какая долгая прямо. Лист красивый, стал красный, такой багряный. И примораживала, и все равно держится. И вот остатки листиков еще держатся на барбарисе, на Марии. Барбарис Мария. Яркие листья. Холодно. Утки на реке крякают. У нас вот так всю зиму. Всю зиму крякают утки, выясняют там свои утиные отношения. А весной прилетают чайки. Ой, чайки кричат так, что слышно даже через закрытые окна дома. И, конечно, настоящее украшение зимнего сада – пироканта. Ягода набрала уже цвет, вечереет уже. Плохо фокусирует камера. Такая красавица, так я и не сделала, я еще шпалеру не успела. Надеюсь, все-таки сделаю до весны. Растяну, потому что настолько это красиво, когда это будет на шпалере. Вот видите, 3 ветки длинные такие. Ягода будет держаться всю зиму, пока птицы не налетят в гости. Очень красивое растение, очень неприхотливое, уже рассказывала за нее. Просто не смогла не показать вам ягодки. И еще одно интересное растение, которое будет зимовать у меня первую зиму. Я вам уже его показывала. Это краснокоренник, сорт Blue Moon. Должен цвести потом такими синими красивыми соцветиями. Такой вечно зеленый, как я поняла, кустарничек должен получиться где-то 1,5 метра в радиусе, ну и где-то около полуметра высотой. Но растение южное, 7-я зона. Я посадила здесь под кедром, чтобы здесь было так прикрыто и от ветра, и от холода место. Ну, посмотрим, как он перезимует. Весна покажет. Еще хочу вам показать, как нереально долго держит лист. Наконец пересадила свой барбарис оттавский суперба. Конечно, вид уже так себе, все лысое. Но покажу все равно. Видите, какой яркий. Несмотря на то, что я его пересаживала его осенью, пересаживался он, считай, с открытой корневой, так как я его выкапывала, ком был неподъемный, пришлось обтрусить его, насколько смогла, чтобы перенести, пересадить. И вот он все равно держит лист, яркий, красивый, я его немножечко подстригла, чтобы легче было ему укорениться. Очень яркий куст. И, наверное, самый долгий, я думаю, лист у барбариса оттавского суперба. Все в листьях, так и не вычистила. Шли дожди. По сырому лазить не хочу. Вообще холодно. Когда холодно, всегда не хочется выходить в сад. Так пройдешься. Ловлю теперь теплые деньки. Кстати, вчера было плюс 15, а сегодня вот уже плюс 6. И сыро. Очень сыро. Очень-очень. Какой красивый бамбук. Бамбук так и будет зимовать с листом. Зеленый красавчик. Зимовал он уже минус 20 пережил, прекрасно пережил. Прикрывала я, по-моему, большими ведрами, так, когда прямо очень было морозно, чтобы его снегом не разломало. А так, в принципе, все с ним хорошо. Доцветают у нас розы. Вот она, кардана. В ужасе, конечно, и отцвевшие, мне уже холодно. Я уже не выхожу к ним. Так, выбегу, прогуляюсь, подкормлю уток. Выношу уткам периодически сухой хлеб.
подъедают, рыжик пришел. Плосковеточник, смотрите, какой красивый цвет у него. Вот еще розочка кардана цветет. Можжевельник Blue Chip становится такой сиреневатый. И вы знаете, до сих пор цветет невяник, ромашка. Смотрите. Блин, холодина такая, она цветет. Ой, не знаю, если будет -5 сегодня, как она будет себя чувствовать. Ну, пока цветет. И цветут сейчас у меня хризантемы поздние. Холодно в этом году. Как-то они, знаете, то ли они мутируют еще. Вот такая красивая, очень узкий лист. Не знаю сорта хризантем. Каждый раз говорю, все, я их уберу. А потом думаю, ну а как же, что же будет цвести в ноябре? И оставляю. Очень люблю запах хризантем. Очень такой запах осени. Пока прогулялась с вами по саду, начало смеркаться. Темнеет, пошла греться. Небо сегодня серое такое, пасмурно. Сегодня хотя бы без дождя. Ивушки мои кучерявые. Красиво утки. Подошла, улетели. Сидят у нас здесь утки у соседей. Утки, сверху чайки. В общем, красота. Так что всем пока, друзья. До встречи в саду.